Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал Зум. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Волки – великолепные, смелые и умные хищники. Их родственники – домашние собаки, тоже умные и верные друзья. Однако эволюция сделала свое дело и развела этих двух братьев по разным веткам. Кстати, вы знали, что у волка нет определенных мышц вокруг глаз, отвечающих за собачий мимимишный взгляд, а эти мышцы есть только у одомашненных собак. Скорее всего, такие собаки казались добрее первобытным приматам, а вот взгляд волка вынести довольно сложно. Но сегодня не об истории, а о человеческих экспериментах, хотя подобное случается и в дикой природе, но довольно редко, и только тогда, когда волки не чувствуют в бродячих собаках конкурентов. Однако без рук человека все же не обошлось. Волкособы – это популяция волко-собачьих гибридов, выведенная в Пермском институте внутренних войск из волков и немецких овчарок. Название образовано из слов «волк» и «собака». В отличие от предыдущих экспериментов по скрещиванию волка с различными породами собак, пермские волкособы, скрещенные с овчаркой, были управляемы человеком. Волкособы обладают более развитым чутьем, интеллектом и выносливостью, чем собаки, хотя да уж больше. В замкнутом пространстве они находят человека за 20 секунд против 4-6 минут у овчарки. Первый волкособ был выведен в результате скрещивания волчицы и овчарки. Селекционеры длительное время искали подходящую особь, волчицу, одомашненную человеком. Спустя несколько лет все-таки удалось найти такую волчицу по имени Найда, которая жила в отдаленной деревушке у охотника. Подобрал он ее в лесу совсем крошечной и воспитывал с рождения. После выкупа животного у охотника волчица попала в Пермский институт селекционирования. В конце 2000-х были попытки использовать имеющиеся популяции волкособов для охраны китайской и монгольской границ России. С породой работало пограничное управление ФСБ, но проект по разведению и изучению гибрида волка и собаки в Перми был закрыт, а за 16 лет всего было получено 46 волкособов из 5 поколений. Порода волкособ по своему строению и окрасу больше похожа на волк. Голова с широким лбом и вытянутой мордой, челюсть крепкая, уши стоячие, треугольной формы, конечности высокие и крепкие, бока поджары, толстый хвост с обильным шерстяным покровом. Что касается размножения, в принципе, в теории волки, как и собаки, могут плодиться в неволе, но выведением метисов в неволе заниматься весьма проблематично. Сложность заключается в том, что волки однолюбы, поэтому при неблагоприятном стечении обстоятельств они запросто могут отвергнуть и даже убить собак. Причиной может стать банальное несоответствие представлениям о красоте или же просто отсутствие знакомства до брака, причем выбирает подходящую для продолжения рода собаку только волк или же волкособ, если речь идет о выведении потомства второго поколения. Кстати, лучшие гибриды получались в тех парах, где волк-самец был лоялен к человеку, обладал уравновешенностью, но при этом не отличался трусостью. Даме же достаточно было иметь хорошую психику и экстерьер. Вот всегда так, даже в мире животных. Казалось бы, волкособ должен быть идеальным питомцем и взять только лучшее от родителей. Только представьте, собака, сочетающая в себе ум, преданность собаки с храбростью и силой волка. Но, увы, далеко не все так радужно. Вместо собаки мечты из полукровок часто получаются довольно замкнутые и недоверчивые песики. Волкособы практически не способны к обучению. Но почему так? Ведь они очень близки друг к другу генетически. Но госпожа генетика – это для двуногих пока как русская рулетка, которой никогда не угадаешь, какие именно черты достанутся щенку от волка, а какие от собаки. Селекционеры же не сдаются, но закон, увы, уже сдался. Содержать в домашних условиях волкособов запрещено в США, Финляндии и ряде других стран, ведь даже самые адекватные представители волкособа отличаются повышенной агрессией и нестабильной психикой. Кроме того, у полукровок
дрессировок есть одна крайне неприятная черта. Человек для них не хозяин. Обычно сапиенс для волкособа – это глава стаи, которого всегда можно попытаться сбросить со своего престола. И волкособ попытается это сделать, если почувствует слабость, а в себе силы для дворцового переворота. Единственные волкособы, с которыми можно поддерживать нормальные человека-собачьи отношения, это потомки волков в 4-м или 5-м поколении. Таким почти псам присуще более нормальное собачье поведение, но в их жилах все еще бурлит волчья кровь. Выполнению команд они предпочитают вольный простор и игры на свежем воздухе. Так что ваши попытки запереть песика в душной квартире заранее обречены на провал. При должной дрессировке такой волчий пес станет для вас верным другом. Но жизнь с таким животным – это все-таки удел профессионалов с многолетним стажем, а не простых обывателей вроде нас. Вопреки убеждению многих заводчиков, считать, что волкособ – это отдельная порода собак, корни неправильно, потому что этот зверь является отдельным видом вообще, то есть гибридом собаки и волка. Даже хотя бы с точки зрения биологии, собака и волк принадлежат к разным биологическим видам, поэтому их потомки априори не могут относиться к какому-то определенному виду собаки или волку. А как вы относитесь к подобным генетическим экспериментам? Может ли получиться идеальный тигролев или бело-бурый медведь, или человечеству надо убрать свои обезьяньи лапки от подобных вмешательств в естественное течение эволюции? Пишите свое мнение в комментариях, это важно. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных Зум. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч. Ай, молодец, хорошо. Ищи мяско, ищи мяско. Путь к сердцу щенка лежит через желудок. Волкособы недавно распробовали мясо, и теперь это будут использовать кинологи. Гибридов волка и собаки готовят к службе в силовых структурах.